Всем привет! Сегодня поговорим о довольно-таки популярной теме не только среди спортсменов, но и среди всех тех, кто ведет здоровый и активный образ жизни и следит за своим питанием. Я расскажу о жизненно важном элементе, который контролирует в нашем организме удивительное количество функций, от построения ДНК до сна. Я расскажу, зачем организму нужен магний, стоит ли его принимать в виде биодобавок и если стоит, в какой форме. Как обычно, весь материал основан на научных статьях и публикациях, ссылки на которые будут в описании. Поехали! Кстати, мне мама сказала, что я очень закрепощен на видео, читаю по сценарию, это видно. Поэтому я постараюсь немного быть живее и, как говорилось в одной песне, не надо стесняться. И, ребята, для тех, кто будет писать то, что тени видны от очков, тени на стенах, свет отвратительный. Я, к сожалению, новичок в этой теме, я заказал уже свет, но мне хочется делать контент именно для вас, поэтому я опережаю доставки от DHL, не судите строго. Чтобы оценить важность магния, достаточно взглянуть на количество биохимических процессов и метаболических функций, в которых он принимает участие. Грубо говоря, работа нашего организма невозможна без данного элемента. Да и вообще, кто из вас на работе контролирует 600 различных функций? А вот магний может. Все в нем хорошо, кроме одного. Он не производится в нашем организме, и, соответственно, мы должны потреблять его извне. Так, я думаю, теперь ни у кого не осталось сомнений, что магний является действительно жизненно важным электролитом, и его нехватка в нашем организме может привести действительно к плачевным последствиям. Кстати, многие после прошлого видео о мышечных судорогах писали что они всегда думали, что нехватка магния является причиной мышечных судорог, а не натрия, как мы видели в прошлом видео. Это является заблуждением. Скорее, нехватка магния ведет к повышению мышечного тонуса, что в свою очередь является лишь фактором риска, который обуславливает возникновение мышечных судорог. Низкий уровень магния связан с рядом хронических заболеваний, таких как гипертензия, сахарный диабет второго типа, болезнь Альцгеймера, мигрени и так далее. Если прочесть все симптомы недостатка магния, то каждый из вас найдет какой-либо из этих перечисленных пунктов. А если прочесть все статьи о нехватке магния, то, не досмотрев видео, пора бежать к врачу. Или лучше в аптеку и сразу купить что-нибудь. Стоп. Я настоятельно рекомендую каждому из вас, прежде чем принимать какие-либо биоактивные добавки, проконсультироваться со своим терапевтом, тренером или диетологом, сдать анализы и лишь затем принимать какие-либо биодобавки. Что ж, симптомы нехватки магния довольно смутные и имеют очень много общего с другими заболеваниями. Но вообще, насколько распространена данная проблема и с какой вероятностью она может стать твоей? Согласно различным данным, например, у США 68% взрослого населения имеют нехватку магния. У немцев это доходит до 48%, у французов до 70%. У 84% женщин в менопаузе низкий уровень магния, что является фактором риска для развития остеопороза. Но об этом в другом видео. В общем, при следующем анализе крови поинтересуйтесь у вашего врача, можно ли включить в данный анализ магний. Оказывается, многие имеют скрытый дефицит магния. Но кто же подвержен этому больше всего? Наряду с хроническими заболеваниями к группе риска относятся также спортсмены. Как мы помним из прошлого видео, атлеты постоянно теряют с потом магний. То есть это приводит к его хронической недостаточности. Поэтому атлеты, которые постоянно занимаются интенсивными нагрузками, могут нуждаться в дополнительном приеме магния в виде биодобавок. Ты все ждешь слайд с рекомендациями, какие же формы магния в виде таблеточек мне лучше купить и принимать, а он все не появляется. Потому что первое правило грамотного врача или диетолога
Food first, то есть еда на первом месте. И когда ты спрашиваешь меня, как же получить достаточное количество магния? Кушай сбалансированно. Магний содержится в различных продуктах, такие как орехи, семена, шпинат, бобовые, цельнозерновые продукты и морепродукты. Ну ладно, ты меня все равно не послушаешь и пойдешь в аптеку. И вот ты пришел, а оказывается форм магния, как представлено в таблице, очень много. Так какую же из них выбрать? Я бы выделил три. Магния оксид – это одна из самых дешевых форм. Она отличается невысокой биоусваиваемостью, а также может приводить к раздражению кишечника, то есть диарее. Вторая форма – это магния-цитрат. Эту форму, кстати, принимаю и я. Она отличается довольно-таки хорошей биодоступностью и довольно-таки нейтральна для нашего кишечника. И третья форма – магний-глицинат. Она тоже обладает хорошей биодоступностью, а также связана с одной из аминокислот, которая улучшает качество сна и поддерживает нервную систему. Что же говорят исследования по поводу, какая же форма магния самая лучшая? Ответ здесь очень прост и такой же, как и когда ты покупаешь какой-либо готовый тренировочный план по бегу или триатлону, а он не работает для тебя. То есть ответ – все индивидуально. Кто-то переносит одну форму лучше, кто-то другую. Кстати, если нужен индивидуальный тренер, ссылочка внизу. Так что выбор конкретной формы магния зависит от ваших потребностей и индивидуальной реакции организма. Также учтите, что дозировка и рекомендации по приему магния могут различаться в зависимости от бренда и производителя данной биодобавки. Уважаемые знатоки, подведем итоги. Магний является жизненно важным элементом, но, к сожалению, не производится в нашем организме и, соответственно, должен поступать извне. Спортсмены относятся к группе риска из-за повышенного потоотделения. Для женщин и мужчин различные нормы дозировки магния. В среднем это 350 мг в день для женщин и 450 для мужчин соответственно. Не забываем консультироваться с врачом или с тренером перед началом употребления каких-либо биодобавок. И не забываем главное правило Food First. Стараемся питаться сбалансированно и получать все макро- и микроэлементы вместе с нашим питанием, а затем уже приступать к биодобавкам. Я надеюсь, вам понравилось мое видео.